Привет! Сегодня в видео решил сделать небольшое сравнение двух пар беспроводных наушников, которые, как мне кажется, очень схожи по своей функциональности. Ну, по крайней мере, в основных моментах так уж точно. Итак, сегодня лицом к лицу встретятся Redmi AirDots 2S и Halo GT5. Обе пары по своему форм-фактору представляют из себя классические внутриканальные затычки без ножки. Зарядные кейсы в обоих случаях имеют на борту АКБ одинаковой емкости в 600 мАч, а также интерфейс зарядки USB-C. Однако в случае с Halo имеется и дополнительный беспроводной интерфейс пополнения энергии, который в Redmi в свою очередь отсутствует. Функция для кого-то важная, а для кого-то нет, но ее наличие определенно добавляет небольшой, но все же плюс в копилочку GT5. Также хорошим подспорьем для Halo является и наличие визуального трехточечного индикатора уровня заряда кейса, чем в свою очередь новые Redmi AirDots также не обладают. Но здесь в защиту последних хотелось бы отметить наличие всплывающей шторки анимации при подключении, на которой в процентах отображаются все оставшиеся заряды, как каждого наушника, так и кейса. Хотя и в этом моменте есть ограничения. Такой расклад доступен лишь владельцам смартфонов Xiaomi с последней версией MIUI 12 на борту. Если же у тебя смартфон от другого бренда, то очевидно более информативным будет индикатор в GT5. Следующим немаловажным моментом я считаю способ подключения. В Redmi AirDots 2S сопряжение с телефоном происходит по открытию крышки кейса, что лично мне всегда нравилось больше как в этой, так и в любых других моделях. Старый способ с извлечением наушников из кредла, как в случае с Halo, как по мне, немного неудобен. Несмотря на это, в обоих случаях наушники могут работать и подключаться по отдельности, главного в паре нет. Здесь возможно использовать как левый, так и правый в монорежиме. Ну и что касается кейсов, здесь вроде бы все. Теперь посмотрим, что умеют сами наушники. Оба экземпляра управляются посредством касаний, но вот по функциональной составляющей GT5 обходит Redmi в возможности переключения треков. И если управление громкостью опция не такая важная, по крайней мере для меня, то вот перемотка штука удобная, особенно при использовании потоковых сервисов и прослушивании плейлистов с различными подборками, где так и хочется иногда просто перемотать трек. Не всегда удобно переключать все это дело со смартфона, особенно зимой, когда на улице колотун. В Redmi AirDots перемотки нет, и это реально неудобно. Конечно, возможно заморочиться с приложением MacroDruid или чем-то подобным, но сейчас я говорю о наушниках из коробки со стандартными стоковыми опциями. Оба сегодняшних участника этого небольшого батла получили в свой корпус датчики автопаузы, которые работают без сбоев и случайных срабатываний. Лично я проблем с их функционированием во время использования не наблюдал. Тоже могу сказать и про само сенсорное управление. Области касания в обоих случаях имеют хороший отклик и умеренную чувствительность. По своей форме наушники в ушах сидят отлично, по крайней мере в моих. И здесь есть только один спорный момент, но он сугубо индивидуальный. Это глянцевые тыльные стороны в наушниках Redmi AirDots 2S. Решение, можно сказать, на любителя, но вменять его в вину производителю я не буду, тут уже выбирай как больше нравится. А вот по звучанию и уровню абсолютной громкости наушники словно два брата-близнеца, отличий почти никаких. Быть может в звуке GT5 чуть больше объема, но только лишь из-за более мягких комплектных амбушюр и кодека AEC на борту. Баса в обоих случаях без избытка, но он все-таки есть. А вот уровень громкости точно один в один. Они не сильно тихие, но определенно играют тише своих предшественников. В случае с Halo это GT1 Pro, ну а прародитель Redmi это AirDots S. Обе этих модели у меня на руках, так что было с чем сравнить. И да, я хотел бы обязательно отметить, что наушники Redmi на кодеке SBC играют на этот раз почти так же, как и Halo на AEC. При этом автономность наушников на 100% громкости плюс-минус одинаковая. 3 часа и 20 минут у GT5 против 3,5 в пользу Redmi AirDots. Ну а теперь я предлагаю тебе сравнить качество работы микрофонов в этих двух моделях. Проверяем работу микрофонов в наушниках Halo G5. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Собственно, по традиции буду открывать сейчас окна, создавать эдакий сквознячок. И вот таким образом отрабатывают шумодавы в данном сценарии использования. Мимо машины проезжает. Ну вот как-то так это все работает. Ну и по традиции тест с печкой. Сейчас буду прибавлять ее уровни по одному. Сейчас у меня стоит на единичку, на двоечку, на троечку и на четверочку. Таким образом, собственно, у меня максимум шума выдает искусственная печка. И вот так отрабатывают шумодавы в наушниках Halo G5. Можешь послушать, собственно, вот такой вот тест микрофонов получился. Проверяем работу микрофонов в наушниках Redmi AirDots 2S. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас буду по традиции открывать окна,
мы будем слушать, как отрабатывают шумодавы. Мне с двух сторон здесь задувает ветер. И вот так, собственно, можно услышать, если здесь в этих наушниках шумодавы, и как хорошо они работают. Вот как-то так. Ну и по традиции второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю на максимум. Она, собственно, набирает обороты. Уже через 5 секунд где-то примерно у меня будет шума в машине очень-очень много. Уже сейчас происходит, и можно услышать, как отрабатывают шумодавы. В наушниках Redmi AirDots 2S вот в таком сценарии использования. Если ты, допустим, будешь зимой обогреваться в машине на полную и захочешь с кем-то поговорить по вот этим вот наушникам. Наушники Redmi AirDots 2S и Halo GT5 имеют на борту встроенный игровой режим с низкой задержкой. Работают по данному сценарию оба экземпляра неплохо, и при желании поиграть в этих наушниках в какой-нибудь шутер по типу PUBG Mobile вполне реально. Разумеется, при условии, что ты не профи. Я бы не сказал, что во время игрового теста я испытывал какой-то сильный дискомфорт по отставанию звука, но тем не менее его наличие сложно не признать. По YouTube, как я уже говорил в своих отдельных обзорах на данные наушники, вопросы в обоих случаях отсутствуют. Точно так же, как и вопросов нет к стабильности связи. Мой стандартный домашний тест с препятствиями в виде двух межкомнатных стен и балконной двери обе модели прошли отлично. Заявленные 10 метров на открытой местности наушники держат стабильно. Зимой, а точнее уже календарной весной, в надетой длинной куртке и телефоне кармане штанов никаких даже мелких обрывов я не ловил, ни в том, ни в другом случае. Ну и подводя некий итог, давай посмотрим, что же у нас получается. Если ты владелец более-менее современного смартфона Xiaomi Redmi Poco с MIUI 12 на борту и выбираешь из двух этих моделей наушников, то скорее всего тебе лучше посмотреть в сторону новых Redmi AirDots 2S. Здесь удобное подключение с информацией об остатке заряда, довольно годный микрофон и качество звука не сильно хуже, чем у Halo GT5. Если же ты присматриваешь недорогие наушники для какого-то другого телефона и тебе важно знать, сколько заряда осталось в кейсе, то лучше купить Halo. Такие вещи, как беспроводная зарядка и перемотка треков с наушников, также могут стать весомым аргументом в сторону покупки данной модели. Но, как я обычно отмечаю в таких случаях, я лишь даю информацию к размышлению, а вот уже окончательный выбор остается только за тобой, ведь я не могу знать наверняка, какие параметры важны в конкретном частном случае. Ну а на этом я благодарю тебя за просмотр, надеюсь, мой ролик тебе понравился, и если это так, то не забудь поставить лайк и оставить комментарий в поддержку. И да, чуть не забыл, я в Телеграме создал группу канала и отдельный чат. Если есть вопросы по теме и не только, то добавляйся. Ссылки на все это дело я оставлю в описании. А мы увидимся с тобой уже очень скоро, в следующем моем видео. Пока-пока.